Всем привет! Сегодня я продолжаю рассказ о приспособлениях в моей мастерской. Для моего нового проекта надо склеить достаточное количество мелких щитов. И для этого я хочу сделать деревянные ваймы. У меня есть трубные струбцины, с помощью которых это можно сделать. Но когда происходит склейка, если расположить, как вы понимаете, деревянки вот так вот и сжать их струбцинами, они могут либо согнуться, то есть будет либо горб, либо наоборот углубление. Для этого приходится брать бруски с двух сторон, как я это уже показывал на видео, и с помощью струбцин стягивать. Но есть такая истина, что струбцин много не бывает, но есть момент, когда они заканчиваются. Поэтому, чтобы себе как-то облегчить работу, я сделаю 4 штучки деревянных вайм, которые будут у меня, ну, как минимум, сбоку сжимать щиты. Тем более, мне надо сделать очень тонкие щиты. У меня есть большие железные ваймы, но они подходят для склейки больших щитов, например, торцевых досок, когда вот идет их изготовление. Итак, я перехожу. Что мне нужно будет для сегодняшней работы? Я здесь немного подготовился. Мне надо будет 8 брусков. Вот размеры, которые я буду использовать, они могут быть произвольные. Вы сами посмотрите, какие для вас удобны. То есть 500 миллиметров, 50 сантиметров длина и 50, скажем так, высота. Сечение. Здесь получается 35 в высоту, ну и, соответственно, опять же 50 в ширину. Ну, сами смотрите, где высота, где ширина. Таких брусков мне надо будет 8 штук, то есть по 2 бруска на каждую вайму. Потом мне надо будет 4, скажем, такие вот бабышечки. Размером 47 на 50. И здесь, соответственно, размер 33 на тех же 47. Чуть позже покажу их разметку и для чего они нужны. И понадобится 4 вот таких вот брусочка. Вот их размеры. То есть из дерева мне понадобятся вот такие детали. Дальше, кроме этого, мне понадобятся вот такие металлические пластины. Они могут быть абсолютно разные. Я купил, но они, к сожалению, неудачные и немножко кривоватые. Но я думаю, это не скажется. Можно взять просто полосу шириной там, 2 сантиметра, наверное, 2,5. Какую найдете. И сделать отверстие. Но чтобы не делать отверстие, я взял, тем более они, скорее всего, из-за того, что они немного деформированы, они будут на скидке, поэтому стоили копейки. Также мне понадобится 4 таких болта. Можно использовать обычную шпильку. Вот такого рода гайки забивные. Покажу для чего. Шайбы, маленькие болтики и на 8 гаечки. Можно также использовать шпильку. В принципе, из инструмента мне понадобится либо дрель, либо станок, где можно просверлить отверстия, потому что их будет достаточно много. Гаечный ключ. Желательно, конечно, тиски. Ну и так по мелочи. Итак, начинаем. Первое, что мне предстоит сделать. Я начну с больших деталей. Опять же, 50 на 500. Сечение тоже вы видите. Мне нужно сделать их разметку, чтобы сделать отверстие. Первое. 2 отверстия, где будет крепиться, то увидите, опора. Назовем ее рабочая опора. Я отступил по 10 миллиметров сверху и снизу бруска. Отступил 20 миллиметров от торца и поставил точки. Здесь я буду делать отверстие диаметром, не написал здесь, 8 миллиметров. Дальше на расстоянии вот этих отверстий через 7,5 миллиметров, сантиметров,
через 75 миллиметров. Я также сделал точки для отверстий, отступив от верха 7 миллиметров. Потом покажу, для чего это надо и в чем принципиальная разница. Ну вот, собственно говоря, и все. Единственное, что здесь можно отступить там не 10, можно отступить там 12-15. Но это уже смотрите от своих размеров. Итак, беру станок или дрель и высверливаю отверстие. Я установил свердлильный станок. Буду делать отверстия при помощи этого приспособления. Также можно использовать стойку для дрели, можно дрель, но в данном случае нам надо добиться того, чтобы отверстия были перпендикулярны. То есть, чтобы они не уходили ни вправо, ни влево, поэтому надо какие-то приспособы для, если будете работать дрелью. Я установил сверло 12 миллиметров диаметром. Как вы помните, здесь у меня отступ на 7 миллиметров. И по разметке сверлю. Вот эти вот отверстия, еще раз, вот это, раз, два, три, 4, 5 и 6, я делаю 12-миллиметровым сверлом. Конечно, чтобы сделать серию, можно сделать тут некое приспособление можно сделать, чтобы просто передвигать серийно. Но мне проще будет разметить. Итак, включая станок, поехали. Итак, я сделал почти отверстие. Многие знают, что при сверлении надо подкладывать какую-то деревяшку, чтобы не было вырывов. Но дело в том, что у меня ход вот этой вот пиноли, он чуть меньше, чем толщина детали. Поэтому с обратной стороны у меня появились вот такие отметки, дырочки небольшие. И мне придется еще раз, но с обратной стороны, просверлить. Но с другой стороны, да, лишняя работа, но с другой стороны это будет чище. Продолжаю. Итак, я сделал отверстие. Внутри остались какие-то там деревяшки. Все, вот отверстие есть. Можно убрать скотч. Это просто для наглядности, его приклеивать вам не надо. Я просто хотел показать, как и что. Понятно, что у сверла есть определенное биение. С разметкой мог промазать. Но суть в том, что мы должны получить отверстия, которые, как бы на грани. Вот здесь оно даже прорезалось немножко. То есть они должны быть на грани. Для чего это, я покажу чуть позже. Сейчас я сделаю таким же образом остальные 7 заготовок и продолжу.
После того, как я сделал отверстия на всех своих заготовках, мне надо сделать еще 2 отверстия. Я ранее показывал, у меня была здесь разметка, отступ 10 мм сверху и снизу. Сейчас в процессе я решил сделать отступ 15 мм снизу и сверху, соответственно. Ну или сверху и снизу. И 20 мм от края. Я наметил точки, разметил все детали и приступаю. Сверло я заменил на 10. Ввиду того, что сверло чуть меньше по длине, то есть может прорывать волокна, поэтому я буду прокладывать вот такую деревяшку вместе с заготовкой и проводить сверление. Таким образом у меня получилось 2 отверстия, и в принципе меня это устраивает. Я сейчас делаю отверстия на остальных 7 заготовках и продолжим дальше. Вот, судя по жертвенному бруску, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, я просверлил 16 отверстий в 8 заготовках. Что я буду делать дальше? Я должен на циркулярной пиле сделать 1 пропил. Буквально я должен здесь снять, ну, скажем так, сейчас опытным путем посмотрю, но я думаю, что в районе примерно, ну, даже может быть в районе 5 миллиметров. То есть я выставлю пильный диск на расстояние, вот, которое будет минус 5 миллиметров от общей ширины. Я произвел пиление, скажем так. Сейчас сниму скотч. Еще раз говорю, скотч это просто для наглядности, чтобы вам показать. Он не несет никакой нагрузки функциональной. Не защищает от сколов и задиров. Итак, смотрите, я методом пробы, то есть я по чуть-чуть снимал. Чего я хотел добиться, чего я добился. Я должен снять материал так, чтобы линия реза проходила чуть выше, чем половина круга. Не помню, как это в геометрии называется там. Но чтобы не делило вот этот круг или отверстие пополам, а чуть меньше. То есть я снимаю меньшую часть. Для чего это мне потом пригодится и понадобится? Ваймы будут базироваться, как я уже говорил, вот на таких вот болтиках. То есть этот болтик должен вот сюда лечь и не вываливаться. И он будет тянуться либо в одну сторону, либо в другую. Ну, это просто так для надежности. Поэтому, смотрите, можно, может быть, я даже очень много снял. Можно было чуть меньше снять. Смысл в том, что свободно должен сверху заходить вот этот болтик. То есть, скорее всего, можно даже снимать чуть меньше. Но я сниму уже дальше все свои остальные заготовки. Возможно, подкорректирую что-то. И дальше продолжим. Я сделал все пропилы, немножко скорректировал то, о чем я говорил. У меня не по центру проходит пил, а чуть выше. Я сделал еще меньше. Самое главное понять принцип. Вот этот вот болтик, 8 в данном случае, который буду использовать, он должен свободно входить сверху в любое из этих отверстий. То есть мог делать еще меньше даже пропил. И это дальше послужит хорошую роль. Сыграет хорошую роль. Вот, я сделал вот такие заготовки. С ними я закончил. Сейчас перехожу к другим. Это будут, ну, начну с мелких. Это вот такие заготовки. Еще раз покажу их размеры. 33 на 10, 19 на 33. Здесь мне надо будет сделать отверстие. Из чего я исхожу? Ну, ввиду того, что здесь 19 миллиметров, скажем, высота, я примерно беру
по 9 миллиметров с каждой стороны и 20 миллиметров с этой. И делаю здесь отверстие. Ну, скорее всего, хотелось бы, наверное, 8, хотя можно сделать и 10. Ничего страшного не будет, потому что у меня останется по 4 миллиметра с каждой стороны. А может быть, сейчас переставлю, наверное, на 8. Я исходил из того, что 8 миллиметров и 2 по 6. Ну, чтобы примерно получилось там 19-20 миллиметров. Все переставляю и, наверное, на ваших глазах и просверлю. Имеем вот такой результат. Отверстие относительно ровное с двух сторон. Для чего нам надо? Чтобы сюда вошел вот этот вот болтик 8. Вот он входит свободно. Цель достигнута. Сейчас размечу остальные 4. Ну и также сделаю. Закончил я сверлить все отверстия. Много времени не заняло. Убираю скотч. Повторяю в очередной раз. Это только для визуализации, для показа. Так он не несет никакой нагрузки. Так, ну ладно, уберу потом за кадром. Детали готовы. 4. И осталось еще 4 детали. Они выглядят вот так, если вы помните. 47 на 50. Здесь 33 на 47. Что мне надо сделать? С той стороны, где 47 на 50. Мне надо сверлом 8 миллиметров выбрать 2 отверстия. Пока вот с этой стороны. Здесь я взял условно просто половину вот этой длины. То есть, если здесь мне 50, то здесь мне 25 миллиметров. Здесь я отступил по 10 и сверлю отверстие. То есть, у меня здесь останется, ну, где-то 5-6 миллиметров. Итак, у меня стоит, напомню, 8 сверло. То есть, беру также и продолжаю сверлить. Итак, есть вот 2 отверстия. Сейчас размечу остальные кубики. И по такому же принципу сделаю отверстие. Еще раз напоминаю. Центр отверстия — это половина вот этой длины. И по 10 миллиметров сверху и снизу. Все. Закончил со сверлением. Теперь есть еще последняя работа, связанная с этим станком. Но она немаловажная. Если перевернуть вот эту вот заготовочку, здесь видно, что здесь надо сделать отверстие диаметром 10 миллиметров. То есть, по большому счету, это половина вот этой высоты на половину вот этой ширины. Здесь сделаю отверстие 10 миллиметров. Почему 10 миллиметров? Потому что у меня... Сейчас еще раз измерю, конечно. Не перепутал ли я, но... Да. У меня основной винт, который будет выполнять функцию зажима, он 10 миллиметров. Он должен войти вот сюда. Надеюсь, понятно объяснил. Поэтому опять я меняю. В результате всех моих работ у меня получилось, как и планировал, 8 заготовок, скажем так, вот, длинных. Это основа будущих ваек. То есть вот 8 заготовок. 4 заготовки, назовем их малые, продольные. И 4 заготовки, скажем так, толстенькие продольные. Вот они все на месте. Дальше будем работать с вот такими толстенькими заготовками. Как вы понимаете,
Вот в эту заготовку должен пройти вот этот болт, но он должен здесь быть каким-то образом закреплен. Для этого у меня есть вот такие вот забивные гайки. Можно прямо так вот накрутить, чтобы было представление. То есть я вобью гайку сюда, вобью с этой стороны. Вот не видно было, извините. Вобью гайку с этой стороны, вобью гайку с этой. И закручу. Они будут сами себя держать. И получится вот такой вот механизм, как в тисках, как в струбцинах. В отверстие я вставляю гаечку. Здесь есть вот такие вот заусенцы, которыми... Вот, здесь есть заусенцы, которыми гайка должна войти в само дерево. Поэтому я беру, выставляю гаечку и молотком несколько ударов. Она забивная, ее, конечно, можно забить и так, были бы силы. Но лучше всего взять, я сейчас возьму небольшое сверло, которое у меня есть маленькое. Я возьму сверло и вот по этим накерненным просверлю. И вставляю уже в эти отверстия слегонца. Так, то же самое с другой стороны. Отверстие. Я не сажал на клей. Вот получилась теперь такая вот заготовка, в которую вкручивается болт. Он будет идти, когда дойдет до этой гайки, немного туго, потому что, ну, понятно, что ход резьбы не совпадет. Но когда я буду его прокручивать, он станет на место. На данном этапе можно собрать уже ваймы. Но я хочу сделать упорчики, такие как на обычно струбцинах. Сейчас попытаюсь их сделать с помощью шайб и вот таких вот 4-миллиметровых болтиках. Для этого я буду использовать вот такую гаечку, она 4, диаметр 10 глубиной или высотой. А здесь я с помощью сверла по металлу сделаю отверстие и нарежу резьбу 4. Но для этого, чтобы было что закреплять, я сделаю вот такую вот оконцовочку при помощи 3 шайб. Не удивляйтесь, сейчас я соберу это на быстроклей. Ну, это, во-первых, для наглядности, во-вторых, ну, это держит. И дальше я это проварю. Просто сегодня у меня закончился газ. Электродами не хочу варить, потому что, ну, и так это все нежно. Поэтому сейчас для схемы я соберу это все на суперклей. Конечно, много капает. Работаю в перчатках, потому что клей очень пристает к коже. И он набирает большую температуру в процессе приклеивания. И это достаточно больно. В чем будет смысл? Сейчас сниму уже перчатки. Там внутри еще клей не высох. Но покажу смысл. Я сделаю, как я сказал, отверстие в этом болтике. И дальше при помощи вот этой вот гаечки я закреплю. То есть гайка не выходит за поверхность вот этих шайб. И она будет входить, я ее привинчу сюда, и она будет свободно вращаться. Следующий этап, предпоследний. Итак, мы имеем вот такой узел. Я взял тиски, нашел.
Зажимаю в тисках через проставки деревянные, чтобы не повредить резьбу. Так, что мне надо дальше сделать? Дальше мне надо сделать здесь отверстие. Я сначала накерню. Так, вытру. Следующим этапом беру опять клей, капаю вовнутрь чуть-чуть. Беру вот то, что получилось. Вот такая вот шайба. Все, завернул. Но, чтобы не мешал нам вот эта вот гайка сама, сверху я еще беру клей и сюда поставлю шайбочку, которая с маленьким отверстием, с меньшим, чем шляпка гайки. Вот, все, да. Дам сейчас высохнуть. Как я говорил, потом, когда у меня будет возможность, я проварю, сделаю несколько точек здесь. Сейчас просто ради этого не хочется начинать. Ну, собственно говоря, и готово на этом. Сейчас покажу, что получилось. Ну, смысл в том, что здесь свободное вращение, и мы сможем в деревяшке спокойно прижиматься. Все, это высыхает, делаю остальные и показываю окончательную сборку. Для тех, кто еще смотрит ролик, продолжаю делать свои ваймы из дерева. В чем смысл сборки? Ну, давайте вот на примере одной из вайм. То есть у нас получился вот такой механизм, который нужно и можно потом законтрагаять. Ну, пока не об этом. Дальше у нас есть две части основных, которые будут сжимать деревяшку. В рабочем состоянии они вот так находятся. Это понятно. И теперь я их также соединяю. Так, с одной стороны у нас вайма готова. Как я и говорил, можно и нужно законтрагаять, либо использовать гайки с специальной вставкой. И теперь обратная часть, то есть часть, которая у нас будет с другой стороны. Для этого используем вот этот брусок. Здесь у нас уже из каждой будет выходить 4, скажем так, лучика. То есть с каждой стороны по 2. Опять же, гайка, шайба. Вставляем. И то же самое с обратной стороны. Так. То есть болт, шайба, шайба, гайка. У нас получилась вот такая вот штуковина. Я ее назову толкатель. Чтобы она стала толкателем, нам надо еще одну вещь сделать, а именно сделать упоры. Вот. Итого у нас получилась вот такая вот деталь, которую мы будем размещать, вы будете размещать, когда клеить,
тоже зажал. Это уже каждый выставляет по своим деревяшкам. Например, щит у меня вот будет от сих там, до сих мне надо. То есть я упираю, завожу вот в эти желобки упоры из гаек. Вовнутрь вставляется щит. Ну, сейчас я возьму какую-нибудь деревяшку, это покажу. Он уже склеен, но вот если бы я его клеил. Я поднимаю. Закрепляю, ставлю сюда какую-либо прокладку с одной и с другой стороны, чтобы не поцарапать. В момент, когда происходит сжатие, а здесь целесообразнее всего использовать гаечный ключ с трещоткой, получается, что вот эти два механизма, они расходятся в разные стороны, но и одномоментно они тянут вниз. В момент закручивания можно использовать для этого ключ с трещоткой гаечный. У нас происходит сжатие щита как на склейку, так и не дает ему разойтись ламелем, чтобы не образовался ни бугор, ни корыто. Вот такая вот простая струбцина. Ничего нет сложного. Понятно, что надо все подрегулировать для себя. Но самое главное это принцип. Я сделал все 4. Понятно, что по классике жанра сейчас я должен склеить щит, смотреть, какой он получился ровный, красивый, замечательный. Но я этого делать не буду, потому что я хочу, прежде чем я соберу все остальные, поэтому я собрал только одну и показал принцип действия. Я хочу покрыть это маслом. В данном случае я буду использовать датское масло. У меня есть остатки, надеюсь, но еще и живое. Если нет, то льняным. И потом покрыть воском.